вас приветствую на своем канале. Сегодня новая работа. Но прежде чем начать, девчоночки, я вас поздравляю с праздником 8 марта. Наш счастливый, прекрасный день, светлый, весенний. Желаю вам всего самого наилучшего, чтобы вы улыбались. И давайте приступим. Мы будем делать работу. Можно использовать и сидушки, и подушки, и ланчматы. У меня ситец. Прежде чем вы шьете вот такие хлопковые ткани, вы должны обязательно сделать тепловую обработку. Или вы проходитесь по своей ткани с паром, утюжком отпариваете, или вы ее стираете, или просто держите в воде, в горячей, в теплой, чтобы она не облезла. И как раз посмотрите, как красится ваша ткань, потому что из одного лоскутка можно испортить всю работу. Я буду делать ланчмат. И вот я для себя просто нарисовала картинку, как у меня будут располагаться треугольники и сколько штук мне надо какого цвета. И в итоге основной цвет у меня будет синий. Вырезала 8 квадратиков, они у меня попарно. 4, 3 цвета. У меня всегда давно сделала вот такие шаблоны по сантиметрам. 6, 8, 10, 15. Мне очень удобно по ним работать. Не приходится постоянно замерять линейкой. Взяли квадратик, обвели и вырезали. Тем более, вот он мат. Я положила, отрезала, и все прекрасно хорошо. От одного угла до другого проводим черту и на машинке прокладываем строчку. Сколько вы берете на шов? 0,7, 0,5 с одной стороны и с другой. Можно пускать вот так вот конвейером. И потом мы по этой черте с вами просто разрезаем. На все квадратики я прошила. Здесь у меня, где пометка на ширину лапки, я прокладывала строчку. И получается, швы у меня везде одинаковые. В начале и в конце строчки обязательно делайте закрепку. По этой черте мы разрезаем наши квадратики. И теперь мы должны их проутюжить. Вот наши квадратики, как правило, заутюживаем мы на темную сторону. Вот эти уголочки мы с вами отрезаем. Если они у вас немножко кривые, мы с вами их обязательно все выравниваем. Теперь давайте посмотрим варианты, что можно придумать из такого количества треугольников, квадратиков. У нас с вами 3 цвета. Я вам показала несколько вариантов, что можно сделать. Вы еще покрутите квадратики. Вариантов действительно очень много. Я остановилась вот на таком. И теперь я их сшиваю вместе. Сшиваю я их попарно, потом соединяю вместе. И отутюживаем. Я прошила. Готовый вид у меня получился 23 на 23. Квадратики я брала 8 сантиметров. И смотрите, или я что-то намудрила, или так должно быть. Все у меня идет правильно, в одном направлении. Все уголочки у меня здесь сходятся к середине. Но почему-то здесь у меня получилось немножечко другое расположение. Я взяла салфетку нетканную, чем мы посуду моем. Она у меня 60 на 50, но она для меня очень большая. Теперь мы располагаем рисунок, как мы хотим. Так, так. Может быть, у вас другой рисунок, можно покрутить. И я еще отдельно сделала 2 полоски вот такие. Сочетание 2 тканей. Отгладила. Полоски у меня 5 сантиметров. И теперь
по 5 сантиметров я отрезаю и соединяю их вместе. И у меня получится длинная полоска, квадратики, два вида ткани. И вот разрезаю эту и эту. И буду по кругу обшивать. Но чтоб у нас не было, допустим, слитности, я также отрезала другую полоску. Я сначала обошью ей, а потом уже пущу квадратики. А можно и пустить также по рядам. Смотрите сами. Ориентируйтесь на свою ткань и на свои задумки. Но на низ нам нужно еще дополнительную ткань. Вы можете прошивать, вставив нижнюю ткань, можно прошить по этой ткани, а низ сделать гладкий. Располагаем по центру. Я ориентируюсь, у меня здесь складки по тряпке. И все заколола. Разрезала полоски. Соединяю вместе. Потом соединяю так. И получается длинная-длинная ленточка квадратиками. Смотрите, что у нас получается. Я пустила. У меня два ряда с квадратиками и простые полоски. У нас здесь углы. Вот дошла до конца. Нам надо это все подравнивать. Очень хорошо шить по ткани, по бумаге. У вас есть ориентир. И добиваем этот угол. Возможно, я пущу вот такие квадратики, только будет вот этот вот темный цвет с сочетанием с каким-нибудь другим. Так как он очень яркий, он как-то подчеркивает рисунок. Может быть, пущу здесь квадратик и еще одну полосочку. И закруглю углы. Чтобы вам не мешали вот эти излишки, конечно, лучше сразу подравнивать. Мне нравится, как получается. На обратную сторону выкроила ткань. Также сделала полоски 5 сантиметров. Ситец, он же 80 сантиметров у нас. И я соединила их вместе, насколько хватит. И теперь с обратной стороны я пришиваю полосы. Потом буду отворачивать на лицо. Подворачиваем. И прокладываем строчку. И так мы сделаем окантовочку. Вот и все. Вот что у меня получилось. Мне очень мало работ нравится, какие я делаю. Но это мне очень-очень нравится. И я нашла ей применение на кухне. Возможно, сюда какую-нибудь тарелочку с фруктами, вазочку, конфетницу. Одним словом, будет ланчмат. Или можно даже накрывать пироги. И заглядывайте на мой второй канал. С вами Валентина. Я думаю, что вы эту работу там увидите. На этом все. Пока-пока. Пишите комментарии, а также подписывайтесь, жмите на колокольчик. С вами Валентина Никита.